Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим виды криптовалют, а также их особенности. Это первая часть из серии из двух видео. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Но мы начинаем. Все виды криптовалют условно можно разделить на три основных типа: биткоин, альткоины, среди них стейблкоины, и токены, включая DeFi токены. Каждая из этих групп имеет свои особенности. Сами по себе биткоины и альткоины — это не деньги в привычном понимании, а сложный цифровой продукт со своим собственным криптокодом и зашифрованной записью. Чтобы получить статус денег, пусть и цифровых, они проходят сложный механизм трансформации и обработки с помощью специальных технологий. Что же такое биткоин? Биткоин – это первая криптовалюта, которая до сих пор остается ведущей цифровой монетой по рыночной капитализации. Биткоин – это глобальная одноранговая электронная платежная система, которая позволяет сторонам совершать сделки без посредников от имени банка или другой финансовой организации. Эта криптовалюта часто рассматривается как цифровая альтернатива фиатным валютам и золоту. У биткоина есть ряд важных отличий от традиционных бумажных денег, к которым мы привыкли. Первое – это ограниченная эмиссия. Традиционные или же фиатные деньги печатают центробанки, ФРС и другие государственные учреждения. Иногда они печатают их так много, что это приводит к инфляции. Биткоин же, напротив, это исчерпаемый ресурс. Его производство или же эмиссия ограничена программно. И максимально возможная сумма в обращении составляет 21 миллион биткоинов. Второе – это отсутствие посредников. Биткоин – это монета, которую пользователи могут передавать друг другу напрямую с электронного кошелька на кошелек. Им не нужна помощь банков, платежных систем, например, SWIFT или Visa, и других финансовых агентов. Система является децентрализованной, а копии блокчейна или же истории всех совершающихся транзакций хранятся у разных пользователей на устройствах. И это означает, что никто не может завладеть всей сетью и стать чем-то вроде центрального банка в роли монополиста. Собственно, из-за биткоинов и появился термин криптовалюта. А теперь, что такое альткоины? Альткоины – это остальные криптовалюты, созданные после биткоина, доля которых в 2023 году на крипторынке достигла примерно 40%. Запуск биткоина и его открытого исходного кода в 2008 году проложил путь к созданию тысяч других криптовалют, а то и десятки тысяч, которые стали альтернативными биткоину монетами или же альткоинами. Разработчики первых альткоинов, как правило, брали за основу программный код биткоина, вносили минимальные изменения и вуаля! Создавали новую криптовалюту. Такие цифровые наличные стали называть форками. От английского fork или же вилка, или же ответвление. Одним из первых альткоинов стал лайткоин. Это одноранговая валюта и глобальная платежная сеть, по словам его создателя Чарли Ли. Задумывался как аналог биткоина. В отличие от биткоина, пропускная способность этого раннего форка была вчетверо выше. Использовался новый алгоритм шифрования скрипт вместо SHA-256. Именно на базе лайткоина была создана еще одна популярная монета – Dogecoin. В некоторых случаях форками называют новую криптовалюту, которая ответвилась от другой криптовалюты после обновления блокчейнной системы. Иногда их еще и называют хардфорками. Например, Bitcoin Cash и Bitcoin Gold появились в результате хардфорка сети Bitcoin. Другие альткоины ставят себе задачи, которые отличаются от задач биткоина. Например, Ethereum – первый в мире программируемый блокчейн, который позволяет разработчикам создавать и разворачивать децентрализованные приложения и смарт-контракты. Криптовалюта IOTA, которая разработана для того, чтобы стать новым уровнем передачи данных и расчетов транзакций для интернета вещей, или же Internet of Things, и машинной экономики, Machine to Machine. IOTA использует собственную запатентованную технологию распределенного реестра The Tango. Как и биткоин, все альткоины могут работать независимо в собственных сетях, используя технологию распределенного реестра
DLT. Самым известным и чаще всего используемым типом DLT является технология блокчейн. При этом вариации в базовом коде каждого протокола – это то, что делает каждый альткоин уникальным. Ну и напоследок, что же такое стейблкоин? Если вы хоть немного интересуетесь криптовалютами, то, наверное, обратили внимание, что их курс постоянно меняется. Иногда даже очень быстро. Объясняется такая волатильность, ну или же изменчивость курса довольно просто. В отличие от привычных нам денег, вроде доллара или евро, ни одно государство или регулятор не могут прямо повлиять на курс биткоина. Почему? Да потому что биткоин – это полностью децентрализованная система. Ну а про стейблкоины более детально обсудим в следующем видео. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки и колокольчики. А также, чтобы не пропустить следующий выпуск, где мы поговорим более детально про стейблкоины и другие токены, то не забывайте подписываться на канал. И, конечно же, оставляйте в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто – это просто.